you
Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А вы только что посмотрели распаковку крутого шиноби из игры Sekiro от компании Virtual Toys. Если понравилось, ставь лайк, и мы переходим к оценке. Что у нас? Не лицензионочка? Да, очередная пиратская фигурка от компании Virtual Toys? Virtual Toys, да. Мне кажется, охотник же тоже был их. Это охотник, который... Да, да. Короче, они кучу фигурок делают прикольных, Да. но так как лицензии, видимо, у них нет, они, короче, их называют типа Лон Вульф, Да. Хантер. Да. Короче, Но узнаваемо, все равно узнаваемо. нет, что это узнаваем, Sekiro, очень классно конечно. сделанная фигурка, очень здорово, причем это как бы вот у меня не делюксовая версия, была делюксовая версия, она была, по-моему, на $120, по-моему, дороже, но это того стоило, просто мне, честно тебе говорю, мне подставки эти некуда уже ставить, поэтому там была огромная база, и она была типа с куском монастыря, лисой Диорама. сидящая, она прям такая диорамная. Поэтому за свои деньги очень классное качество. Из минусов нет, опять же, инструкции, но это единственный минус, не самый, конечно, сильный, потому что, мне все равно, например, пришлось залезть все-таки в интернет, посмотреть, как у него топор крепится, и только потом я увидела у него паз, в который можно Здесь в руке вставить, дырочка. да, как это традиционное слово теперь, паз. Вот. Поэтому, не знаю, фигурка очень классная. То есть я в игру не играл, честно тебе признаюсь, потому что я был большим фанатом серии Тенчу. Вот, это, собственно, прародитель Sekiro игры. И она мне нравилась тем, что там был стелс, там было прям вот феодальная Япония, стелс-режим, там можно было босса убить с одного удара, если к нему подкрасться со спины. Вот очень было круто. Sekiro, говорит, сложнее. Секиро, во-первых, сложнее, во-вторых, это опять игра на измор. Ты должен, 150 раз убиться, потом завалить босса. Это, короче, для фанатов этого, как эта игра называется, которую любят все, превозмогать-то. Нет, не Dead. Фукусима, Shadow of... Нет. Shadow of Фукусима. Нет, не тень Фукусима. Цушима. Нет, Цушима нормальная. Цушима как раз это игра в открытом мире. А здесь, короче, есть игра... Господи, как же она называется? Death Stranding? Нет, там рыцарь такой на обложке. Там надо 150 раз убиться. You died, вот этот да, черный ты умер, надпись. да. Вот это вот здесь вот тоже, мне кажется, ты превозмогаешь, умираешь. У нас, кстати, был обзор на убиваешься штолки, если что. 150, да, я просто не могу. Блин, что мне... Bloodborne. Нет. Bloodborne другая игра. Да? Да. А это что-то... Мы не вспомним. Да. Пишите в комментариях, если вы поняли, о чем мы. Да. Короче, игра, где ты много умираешь. Вы поняли. Да. Вы поняли, о Да. какой мы игре. Это главное. Главное, что мы с вами на одной волне. Да, я тебя тоже поняла. Bloodborne это из этой же серии тоже. Да. Вот. Только это откуда Хантер. Да. А там вот это, этот да. черный фон и красные буквы You died. Короче, это вот из серии игр, где вы много умираете. Вот. И поэтому вот исчез дух той игры, которую я так любил. Поэтому ты в нее и не играл. Да. Но фигурка очень классная. И мне сам образ этого главного героя, он Дядьки. нравится. Единственное, была смешная история, когда мне приехала фигурка, я начал оттирать белизну. Я думал, что у него белое, короче. Это лицо испачкано чем-то. Вы не поверите, я даже начал ее стирать. А потом думаю, господи, надо посмотреть на фотки. У всех так или только у меня был брак? Причем я написал человеку, который мне помогал в приобретении этой фигурки, он говорит, Саш, у меня брак, говорю, мне на лице что-то испачкано, чем-то испачкано. А он тоже не играл, он говорит, блин, надо же, говорит, надо смотреть, говорит, может брак какой-то серийный и так далее. И тут я нахожу, картинку этого Секиро, а у него, на картинке такое просто белое лицо. Оказывается, это как демоническая печать. Вот. Ты чуть не помог ему избавиться от демонической печати. Так продолжай. Я, взял красочку и назад все вернул. Сам сломал, сам починил. Все как было, да. Слушай, прикольно, да, прикольно. Вот такая вот прикольная история у нас с ним связана. Я думаю, что здесь однозначно медалька супер-пупер, потому что за эти деньги фигурка огонь. Да. И если вы любите игру,
На самом деле, за чуть дешевле продавались какие-то ужасные китайские вот эти вот кривые косые бутлеги, короче. Они стоили что-то там сейчас 4-5 тысяч. На самом деле, ребят, лучше вложиться чуть побольше, но купить, мне кажется, это будет на полке смотреться гораздо круче. А потом какие фотосессии с ним можно делать? Даже если не делать фотосессии, просто если ты геймер, поставил себе на полку и любуйся. Да, и просто вот играешь в Секиро и смотришь на Секиро, а потом еще берешь и играешь с Секиро. В Секиро. В Секиро с Секиро. Можно кинуть его куда-нибудь, как ниндзя будет лететь. Вот. Можно его за кунай подвесить куда-нибудь. Вообще. Любые фантазии ваши. Просто здесь море не паханое. Итого, медалька супер-пупер. Да. У нас на сегодня все. Приходите к нам в соцсети, заглядывайте на Boosty, там контент 18+. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Рассказывайте о нас. Колокольчик. Да, своим друзьям рассказывайте о нас. Да. А мы дальше будем радовать вас прикольными фигурками от компании Virtua Toys. И не только. Да. Пока.